поймите меня правильно, я не снимаю с себя ответственность как с матери, да? Я уже я уже себя виноватой чувствую только потому, что мой ребенок оказался там. Но я, поверьте мне, и наказана этим. Поверьте, если бы кто-то знал то, что переходит каждая мать, вот Юля, я, другие, да, матери, вот это страшно. Каждое утро просыпаться и каждый раз отсчитывать. Сын, вот еще прошел один день, вот еще прошел один день. Вот для меня это время течет быстрее, чем для него. Понимаете? А у него другое измерение этого времени. Для него это долго, это тянется, понимаете? И он ждет, он же к свободе, вот он пишет письмо и говорит, что пишет мне 31 числа, мама, год, вот я даже поверить не могу, я все забыл, я все, что вот было, я все забываю. То, что связано со свободой, я стараюсь не думать об этом. Потому что не могу думать об этом. Я вот год отсидел, с одной стороны, мне год, я уже все, год я уже провел там. Но страшно то, что он пишет, что я начинаю привыкать. Понимаете, не должен несовершеннолетний ребенок, не должен никто привыкать к тюрьме. Никто. Перед вами вторая часть нашего первого выпуска. Если вы уже посмотрели начало, перейдите в описание видео продолжение. Ольга рассказывает свою историю. Ее несовершеннолетнего сына посадили на 10 лет за переписку с интернет-магазином, предлагающим подработку в распространении легальных курительных смесей. Позже выясняется, что смеси нелегальны и являются наркотиками. Но к тому моменту его и многих других мальчишек и девчонок задерживают и садят как отдельные особо опасные группировки на 10 лет. Мы это делаем даже и не только для своих детей. Мы это делаем для всех тех, кто будет нас видеть. Потому что каждый, абсолютно любой, может оказаться в нашей ситуации. И мы просим тех людей, которые, наверное, плохо понимают ситуацию, чтобы они не думали, что там вот 4-я организованная группировка для простого обывателя, в случае, да, 4-я часть, да, ужас какой. Но на самом деле, поверьте мне, все выглядит совершенно не так, как преподносится. Совершенно не так. То есть 4-я часть статьи может совершенно быть 1-й, но тебе сделают ее 4-й. При этом магазин продолжает свою работу. Эта история не единственная, а по своему размеру очень сильно напоминает события по печально известному декрету номер 18. Родители должны оплачивать адвоката, дорогостоящие анализы, которые проводит само следствие, которое и привело ребенка в тюрьму. Сами дети получают в тюрьме до 4 рублей в месяц за работу. Как говорится, ни в чем себе не отказывай. В этой второй части выпуска более подробно поговорим о цифрах. Если вы еще не подписались на наш канал, сделайте это прямо сейчас и нажмите колокольчик, чтобы получать новые письма о новых выпусках. Там, в Китае, да, такое наказание — смертная казнь. Но простите меня, я даже просто здравомыслящий человек, нас не миллиард. Нас гораздо меньше. Не то, что миллиард, там детей. Понимаете, там нету там расстрела, там никто не расстреливает детей. Никто такие сроки не дает детям. Там очень бережно, трепетно, вся Европа относится. И Европа сейчас уходит от таких наказаний. В новом сезоне на канале Наш Дом ТВ мы представляем новую передачу «Не могу молчать». Вы говорили, ему даже не дали доучиться. Да, это очень актуальный вопрос, и не только, кстати, у меня, и у всех, вот, кто попал в такую ситуацию. Дело в том, что 3-й курс, вот буквально вот выход был, там у него оставалась только практика. И да, остался парень без образования. У него есть справка, теперь я поехала, взяла справку, у него есть чистая справка, все. Он мало, помимо этого, он еще не доучен. Но я знаю, что моя ситуация еще такая, что хоть учился там он, а многих просто позабирали вот с последнего класса, где даже экзамены не сдали дети. И не было возможности сдать. Кем он работает в тюрьме? Что он делает? Он работает белшина, резина. Вот они, ребята, дерут эту резину. Это самая низкооплачиваемая работа. Это грязная работа, это вредная работа.
Это на белшине, не кондиции. Вот эти колеса, которые Ну, да, забракованы, белшина, да. в них, естественно, стоит металлическая проволока, понимаете, да? И для того, чтобы эту резину опять запустить в производство и сделать из нее новое колесо, надо достать проволоку из резины. И вот они привозят им эти порезанные колеса на куски, дают им эти куски, и они руками это отдирают, вот эту проволоку от этой резины. То есть, говорит, руки страдают, конечно, страшно, ужасно. И вот эта работа для молодежи, вы представляете, что где мозги? Они не включены, правильно? Рвать резину просто. Мало того, что руки страдают, так еще мозги не работают. А кто выйдет через 10 лет? Выйдут пастухи, которые в нашей стране нужны, и трактористы, которые будут сидеть в деревне, ездить на тракторе, садить картошку и пить водку. Да. И вот мы получим по итогу вот такую толпу в 20 тысяч на данный момент, да? Представляете, что такое 20 тысяч, которые освободятся через 8, 10, 12 лет? Вот представляете, как это ляжет, кто-нибудь, прокуроры, судьи, кто-нибудь задумывается, кто-нибудь власть задумывается о том, что по итогу мы получим. Не могу молчать. Странный вопрос. Не думал, что задам его, потому что, как для меня, и как в американских фильмах, которые вы могли, наверное, все смотреть, когда кого-то посещают в тюрьме, никто не говорит про то, что это посещение, ну, как минимум в Беларуси, платное. Сколько стоит посещение своего ребенка в тюрьме? 34 рубля на данный момент в сутки. Вот сутки, чтобы увидела я своего ребенка, это стоит 34 рубля. Я должна проплатить их через кассу. Либо это будет высчитано с счета моего сына. Сколько может длиться посещение? Сутки. Хотя я не понимаю, почему сутки, потому что для других осуждений по другим частям даже предусмотрено даже до 3 суток. У нас только сутки. Через какой промежуток времени вы можете посещать своего ребенка? У нас предусмотрено длительное свидание раз в 3 месяца. Раз в 3 месяца. Да. Есть еще краткосрочное свидание. Оно проводится 4-часовое в присутствии сотрудника ВК. Все, передачи раз в 2 месяца. 30 килограмм, 2 месяца, пожалуйста. Поднимался вопрос о том, что можно было разделить передачу. На месяц отвезти 15 килограмм, да, например, потому что хочется же отвезти, там, чтобы похоронились немного продукты, да, то есть он скушал и еще отвезти, да. Нет, на это не пошли, сказали, что нет. Нет, 30 килограмм на 2 месяца, вот, все. Вот. Сколько в общей сложности стоит, вы говорили, вместе с дорогой и с тем, что вы можете передать, сколько уходит денег на это? Да, я скажу, я могу озвучить, я не знаю, у всех по-разному, конечно, кто как, но у меня выходит где-то $300-350 с дорогой. Эти деньги нужно заработать, да. Эти деньги нужно заработать, и многие не могут себе просто позволить этого. Мы даем просто последнее, мы в долгах, потому что нам нужно, мы хотим каким-то образом поддержать своих родных, которые находятся там. Причем учитывая, что это дети, просто дети, понимаете? Вот поэтому я всех призываю, все общество наше, пересмотреть свое отношение и не сильно доверять тому, что показывают у нас по каналам. Что я хочу, чтобы люди просто знали, что, во-первых, каждый может оказаться в такой ситуации, и не осуждать матерей, те, которые добиваются какого-то смягчения для своих детей, потому что это страшно. Это страшно. Не могу молчать. Вреда от декрета номер 6 гораздо больше. То есть борьба с наркотиками причиняет нашей стране гораздо больше вреда. Ну, Где эта борьба? Этой борьбы нет с Да. наркотиками. то есть то, Есть что... борьба есть с нашими детьми, а с наркотиками борьбы Да. нет. Почему? Все сайты, все работает. Да. Все эти оплаты как шли, так и идут. Через ЕРИПС, через Так оно ЕРИП есть, оплата. да. То есть Через борьба с- любые банки, через любые банки. Почему это не остановить? И все. И тогда наши дети на свободе, они дома, они с родителями.
Они нормально живут, они женятся, они заканчивают институты, они поступают еще куда-то, развиваются, строят себе жилье, покупают машины, они живут. А тут даже можно, в принципе, поспорить с теми мамами, которые потеряли своих детей, что, возможно, иногда такой исход лучше, чем в нашей ситуации. Потому что 10 лет – это то же самое, что похоронить своего ребенка. Да. Это страшно. это И мучительно, это больно, обязательно и всё. нужно пересматривать. И причем пересматривать срочно и на самом высоком уровне. Иначе нас ждет катастрофа, которую вот просто это... И причем это сделано, понимаете, в интересах, говорят, народа, понимаете. Вот этот декрет номер 6, изначально, да, может быть, он и планировался как что-то хорошее, такое благородное и хорошее, с целью, да, предотвращения вот наркотрафика, там вот поймать настоящих вот тех наркобаронов, о которых шла речь, возможно, да. Но по итогу мы имеем то, что получили. То есть не получилось того, не получилось то, что изначально задумывалось. Понимаете? То есть это как борьба с тунеядцами, которая Да, сейчас... совершенно верно. Это ведь действительно будущее нашей страны. Вот почему никто об этом не задумывается? Почему те люди, от которых зависит решение этого вопроса, стараются уйти всячески от решения этого вопроса? Ничего не меняется. Вы понимаете, 4 года добиваются матери 328 хоть каких-то послаблений, хоть каких-то, хоть... Я себе задаю вопрос, но может быть кто-то есть там все-таки, мужчины, вы при погонах, вы при власти, у вас имеется опыт работы. Неужели не найдется ни одного здравомыслящего человека? Вот я себе задаю вопрос. Вот ответьте мне, пожалуйста, но неужели никого нет? У нас есть один человек, который решает все вопросы, а остальные просто сидят и получают офигительные зарплаты. Вот и все. Да, в своих удобных креслах. И им не нужно ничего решать. Зачем им там нужды народа? Зачем им слезы этих матерей? Да плевать нам на ваши слезы. Что вы для нас? Вы ходите, добиваетесь, вы ходите, пишете эти письма. Да что вы тут ходите, пишете эти письма? Да вы вообще матери заключены. Понимаете? Это страшно, это страшно. Не могу молчать. Мы подошли к такой важной теме матери 328. Возможно, не все наши подписчики, не все наши зрители знают, что это такое. Массово сидит молодежь. Естественно, каждая мать, она просто бьет тревогу. По статье 328. Да, То есть отсюда и название. 28. Ну, вы представляете, что у матери оторвали ребенка, которому 17 лет. Мать его изначально на руках носила, ночами не спала, в школу водила, в сад водила, тряслась над каждой болячкой. И это было все на протяжении 18 лет. Она не спала, звонила, переживала, и ребенок попадает в такую ситуацию. Нет бы к нам пришли эти оперативники, преподнесли эту ситуацию с другой стороны и сказали, вот ваш ребенок, там пальчиком ему там, да, поугрожали, и я бы уже по-другому реагировала на эту ситуацию. Я знала, что мой ребенок туда вдруг залез, значит, я уже буду это держать под каким-то контролем, правильно? Они же так не делают. У нас именно вот карательная направленность. Поэтому, естественно, матери бьют тревогу. Ну, потому что мать, так как кошка, вы представляете, что такое у кошки забрать дитя, да, она тебя просто разорвет. И вот с нами даже прокуроры, когда мы к ним приходим, они общаются через стекло. Не могу молчать. Вы подсчитали общее количество наркотических средств, как их называют, Они разные. да, и общее количество лет, которые дали всем ребятам, И количество человек. тех мам, которые матери 328. Можете еще раз озвучить? 28 ребят, Пускай расскажет. меньше 100 грамм, у 28 ребят меньше 100 грамм изъято, и дали им всем в совокупности, этим 28 человекам, 271 год. Да. Ну, представляете, да, как бы? Совершенное деяние должно соответствовать наказанию, понимаете? То есть оно не должно быть чрезмерно жестоким. Оно должно именно соответствовать. Если это несовершеннолетний ребенок, то учитываются все смягчающие обстоятельства. И просто даже учитывая, что... Ведь ребятами движет что? Озорство, понимаете? То есть 17 лет – это познание мира.
Понимаете, да, хорошее, плохое, да, все мы как бы какой-то возраст проходим этот, да, период. Нельзя вот так однозначно ставить крест на человеческой жизни. На жизни наших детей, понимаете? Это касается любого и каждого, вот абсолютно любого и каждого. Побывал в армии, пришел, доучился там, если нужно, поступил, создал семью, понимаете? И жизнь у него по-другому пошла бы. И у моего бы сейчас вот пошла бы по-другому бы жизнь, понимаете? Совершенно. Будь у него другое наказание. Всегда нужно давать возможность человеку реабилитироваться. Не должно быть привыкания. Не должно быть привыкания к той системе, в которой они сейчас находятся. Развития вот это нету, учебы как да. таковой нету. У них там ничего нет, медицины Как нет. выяснилось, зарплаты тоже в принципе нет. Зарплаты нет, то есть это все, Понимаете, я не верю в то, что это вот так случайно. Понимаете, все происходит вот так случайно. Понимаете, я не верю в то, что люди, которые непосредственно должны заниматься этим вопросом, да, сидя в своих креслах, да, что они не знают этой ситуации. У меня складывается впечатление, что они знают все это прекрасно, что даже мало этого скажу, что они способствуют этому. Почему не занимается этим вопросом, да, Комитет государственной безопасности? Почему не задаются такие вопросы прокурорам, следователям? Ребята, а почему 4-я часть статьи? Ведь люди, которые занимают прокурорские должности, судьи, да, они не могут не понимать, что будет расти социальное напряжение. Понимаете, в обществе? Такими приговорами. Потому что никто нормальный, здравомыслящий и адекватный человек не может согласиться с таким приговором. Я это говорю не как даже мать, не по отношению даже к своему ребенку, а по отношению ко всем абсолютно. Тем, кто осужден по этой 328 статье. Понимаете? То есть задаваться должны такие вопросы. Ведь это на самом деле и есть национальная безопасность нашей страны. Почему работают сайты? Почему они не закрываются? Почему садятся дети по 4 частям статьи? Почему? Фактически уничтожение молодежи. Многие критикуют матерей 328 и говорят, какое же там уничтожение, вы оказываете давление на правосудие. Простите, мне смешно. Я вам скажу откровенно, я не считаю это правосудием. Я считаю, что это издевательство над правосудием, понимаете? Потому что мне не укладывается, что правосудие может быть таким жестоким, таким черствым по отношению к детям. Не могу молчать. Не укладывается. Они незаконно их туда посадили просто. Они незаконно дали им эти сроки. То есть нету доказательств ни на 4-ю, ни даже на 3-ю часть. Этих доказательств просто нет. У них 1-я, 2-я часть. Все, кто там сидят. А что, кстати говоря, если бы это была 1-я часть, которая, насколько я понимаю, это употребление наркотиков, не распространение, а когда ты просто сам потребитель. Они должны дома быть, находиться. То есть это условное... условное наказание какое-то. То есть они ходят, отмечаются. Но я считаю, для этих детей достаточно даже этого. Это для них уже просто страшно. Даже это условное Но в этом наказание. случае Белшина не получила бы рабский труд, который они получают сейчас в И виде не только Белшин. 4. Дело в том, что я сидела на сайте Департамента исправления на ДИНе и читала всю продукцию, которую они производят, в какие страны они ее направляют. Франция, мебель дети делают, наши подростки. Тоже получают Белорусские по 30 подростки? копеек. Да, белорусские подростки Делают французскую мебель. Да, из дерева, из массива делают. И самое интересное, что даже наши из департамента говорят, что если вам мало мебели или номерных знаков на Германию, мы будем расширять производство. Каким образом? Еще создадите несколько сайтов и посадите еще туда 600 человек. Да, еще колонию. Еще детей, чтобы вам бесплатно ее делали. Откроем колонию еще. А почему нет? У нас же много воинских частей, где заброшены казармы. Производство сумасшедшее. У меня в принципе это все есть. Все, что они производят. Все, что они делают. Сколько они зарабатывают денег. Куда идут эти деньги. На зарплаты вот этим всем... Вы говорили, что кто-то даже 30 копеек зарабатывает. Да. Показать вам в телефоне? У меня есть... Да. Вот вам ответ на вопрос, кому это выгодно. Понимаете, ничего никогда не бывает случайным. Если такое происходит, значит, это кому-то выгодно. Все.
Другое дело, что Комитет государственной безопасности должен разобраться, кому и с какой целью это выгодно. Одно дело, когда садят несовершеннолетних, психология задействована, понимаете, как четко? Садятся несовершеннолетние, это беспомощные, они беспомощные. Понимаете, они их подготавливают к тому, что ты будешь долго сидеть, ты будешь упорно сидеть. Если малейшее твое нарушение будет караться, понимаете? Но у нас же дети, это же не какие-то беспризорники там, да, или брошенные дети, или которые никому не нужны. Они все жили в семьях, у них есть представление, у них есть понятие, они хотят домой. Понимаете, они хотят, главное, домой, все вернуться. Понимаете, мой ребенок говорит: мама, я хочу вернуться домой, я так хочу вернуться домой, я дурак, я совершил глупость, понимаете, за которую теперь несу такое наказание, понимаете? Они домой хотят просто. И, конечно же, они как можно меньше этих нарушений, чтобы они надеются, потому что они искренне надеются, что они пойдут домой скоро, понимаете? И смотрите, в этом году... А другое дело, когда преступник, он уже взрослый человек, матерый. Представляете, человек убил табуреткой, да, женщину там, который уже рецидивист второй и третий раз применял насильственные действия, понимаете? Это другой уровень. Это насильственное действие по отношению к другому человеку, к другой личности. Через 1,5 года. Вот понимаете? Вот самое страшное, что вот эта масса выходит через 1,5 года, а наши нормальные дети, из которых еще можно, в принципе, построить и семьи, и воспитать из них и директоров, и каких-то ученых, и программистов, и все что угодно, проводя время там, вы представляете, кем они выйдут? К 30 годам уже начинает совсем по-другому работать мозг у них. То есть они просто могут пойти на какой-то завод, работать там. Ну, в принципе, того, чего государство и добивается. Да. К тому же еще на этот год подписано 10 тысяч амнистий. Вот я читала статью. И я полагаю, что эти 10 тысяч амнистий у них подписаны именно на таких больных стариков, там, ну, таких уже не дееспособных, не рабочих, как бы. Это же места освобождаются. 10 тысяч мест. Представляете, сколько можно еще посадить наших детей? Не могу молчать. Я совершенно не верю официальной статистике, та, которая приводится на официальных сайтах, то, что дает МВД информацию, да, о количестве человек, несовершеннолетних, да, сколько было, например, в 2018 году, да, получили сроки заключения. Почему не верю? Потому что я сама, мой сын находился под следствием 5 месяцев на Жодино. И я скажу, что там была не одна камера для несовершеннолетних. И там постоянно менялись. Кого-то привозили, кого-то увозили на суд. И скажу, что только в одной этой тюрьме за этот период времени прошло гораздо больше человек по Жодинской тюрьме, да, СИЗО. Несовершеннолетних, да, там ни одна камера несовершеннолетних. Да, и это только в Жодино. А приводится статистика, и вы что хотите сказать, что ребятам в камере, в которой был у меня находился сын, им всем было предъявлено обвинение по 4 части статьи. По 4 части статьи. Это все происходило в один момент. Всем пришли и всем предъявили. Вот кто приезжал, следователи, адвокаты были, мамы были. Всем предъявилось по 4 части статьи. Это все происходило в один момент. Понимаете, и мой ребенок, когда мы приехали, он сразу сказал: я догадался. Потому что всем у нас в камере переквалифицировали на 4 части статьи. В соседней камере находился подельник, как они говорят, да, друг сына, который с ним учился, которые ходили в детский сад, в школу вместе, да, в один класс. И вот ему, вот смотрите, каким образом, 5 месяцев прошло. Вот сыну было 17,3 месяца, да, там, и тот был июньский, мой сентябрьский. И получается, что он отсидел 5 месяцев в СИЗО, и у него день рождения было 13 июня, у Максима, а его судили 26 числом. То есть, понимаете, вот буквально 2 недели разницы, и он уже пошел как взрослый. На взрослую тюрьму он пошел. А мой пошел на несовершеннолетних. Таким образом, искусственно занижается статистика. Но на самом деле на момент совершения преступления и тому, и другому было 17 лет. Даже работы эти, они сбрасывают свои телеграммы, смотрят по возрасту ребенка ВКонтакте и сбрасывают, в принципе, всем, кто еще несовершеннолетний. Я не знаю, почему так делается. Им выгодно просто посадить наших детей. Да. А не найти тех на самом деле, кто должен отвечать по 4 части статьи, та, которая была применена к нашим детям. То есть организаторов невозможно установить, интернет-магазин невозможно установить,
То есть невозможно электронные счета установить, кому они принадлежали, организаторам, да? Понятно, что не наши дети это все были зачинщиками этого всего наркобизнеса, да? Но почему-то наши дети отвечают по 4 части статьи. Не могу молчать. Поэтому надо, чтобы обязательно решался вопрос на самом высоком уровне о том, что детей несовершеннолетних нужно как можно быстрее освобождать. Это не должно быть, это должна создана быть специальная комиссия, это не должен решать ДИН. Я в этом абсолютно убеждена, потому что они не решают никак. Они предпочитают их оставить там, и когда и проходит комиссия у них, да, собирается комиссия, там они первую комиссию не проходит никто. То есть их заворачивают обратно, и, ребята, посидите-ка вы еще. Вот так делается. А я считаю, что несовершеннолетних нужно как можно быстрее оттуда освобождать. Не сделаем мы это сейчас, это будет катастрофа, я вам говорю. Катастрофа просто для всей страны нашей. Просто мы еще не осознаем этого. Мы не можем представить масштабы того, что будет происходить здесь. Кто за это понесет ответственность, я еще раз повторюсь, я не знаю. С кого требовать? С прокуроров, судей? С кого? С президента, может, не потребовать? Смогут они найти себе работу? Вот этот вопрос, я думаю, что нужно задавать нашим большим начальникам. Комментируйте это видео, если вам не наплевать. С вами был первый выпуск передачи «Не могу молчать». Смотрите нас на канале Наш Дом ТВ. Подписывайтесь, чтобы получать новые выпуски. Не забывайте нажать колокольчик. Берегите себя и своих близких. Берегите себя и своих близких.